Девчонки, привет! У нас сегодня будут первые впечатления о палетке Наташи Денона Ксенон. Вчера мне принесли посылку, я очень была рада. И, вчера я уже была накрашена, а сегодня хочу сделать первый макияж. Хочу сразу оговориться, что это будет легкий повседневный макияж, насколько это возможно сделать с подобной палеткой. У меня сегодня у дочки день рождения, сейчас утро, и, вы понимаете, да, мне нужно что-то на детский утренник. Сама палетка выглядит вот так, и тут возникают вопросы, потому что она очень красивая, конечно. Видно этот глиттер, когда солнышко попадает, когда искусственное освещение, очень красиво это все блестит. Но, как вы сами видите, при дневном освещении это просто черная, очень отражающая поверхность. Вы тут можете все наблюдать у меня. И очень сильно она заляпывается, и это видно. Ну ладно, нас интересует то, что внутри. И внутри вот такая серая гамма. Я сейчас приложу свотчи. Наверное, сделаю их по группам. Сначала приложу свотчи матовых оттенков, чтобы вы наглядно увидели, что их здесь на самом деле не так много. Точнее, даже не матовых оттенков, а оттенков, которые подойдут для построения формы. Их здесь немного, и они не то чтобы сильно темные. На самом деле, полностью Total Black оттенка здесь вообще нет. То есть, если в мини Ксенон такой оттенок есть, то в миди палетке супер черного оттенка, вот оттенка черного карандаша для глаз, его здесь нет. То есть это серые, около серые оттенки, что-то в слоновую кость, что-то нейтральное, что-то кремовое, по-моему, вот этот оттенок, совсем светлый оттенок, вот этот вот можно в уголок глаза использовать. Но полностью черных оттенков здесь нет. И вообще растяжка для построения формы не особо темная. Также я приложу свотчи наиболее контрастных шиммеров, потому что не знаю, как это будет на видео. Я вот так вот, наверное, подержу палетку. И можно видеть, что какой-то оттенок откровенно отдает в бежевый, какой-то в розовый, какой-то в синий. Больше такой сатин напоминает. И вот такой стальной серый оттенок. Это самый темный шиммер. Также приложу сейчас свотчи. И хочу отдельно сравнить одинаковые оттенки условно в этой палетке. Да, здесь есть светлые серебристые шиммеры. Их здесь сразу несколько. Это бросается в глаза. Схожесть рефилов. Отличает их либо степень того, насколько они светлые, либо текстура. То есть спокойный сатин, есть спаркл, более крупнозернистый, с более тонким помолом, и есть что-то потемнее, скажем так. Но есть несколько похожих оттенков, хотя, когда делаешь свотчи вживую, разницу видно. Но на видео вы, скорее всего, ее не заметите. Вот. Что же я сегодня буду делать? Я буду закладывать легкую форму с серыми оттенками. Я не буду использовать оттенок слоновой кости. Я хочу использовать вот эти два светло-серых оттенка, условно светлых, потому что я думаю, что вот этот будет достаточно темным. И хочу использовать блестящие серебряные оттенки. Сделаю такой достаточно банальный макияж этой палеткой. Возможно, сделаю еще стрелочку каким-нибудь черным кремовым оттенком. Вот. Это будут первые впечатления, а уже в видео, где будет несколько макияжей, я уже там буду стараться сделать разнообразие, уйти более в розовый, насколько это возможно, потому что я видела, что у девчонок он не то чтобы особо заметен. Сделать, насколько это возможно, что-то бежевое, сделать с вот этим синим что-то, но это уже будет потом. А сейчас давайте что-нибудь такое банальненькое бабахнем. Макияж лица у меня уже полностью готов, и я умышленно сделала его достаточно тепленьким. Сделано это для того, чтобы оживить лицо, потому что макияж будет серебристо-серым. Первый оттенок, который я буду использовать, это оттенок Blizzard.
На мне сейчас этот оттенок не видно, он мне даже немножко выбеливает кожу века. Интересно мне, за сколько я сделаю макияж, потому что оттенки, казалось бы, сложные, но я брала эту палетку не для того, чтобы с ней возиться. И теперь возьму вот этот вот серый оттенок Снирт, если я правильно читаю. Беру кисточку поменьше. Ну вот он уже потемнее. Очевидно, его видно. В повседневной жизни большего затемнения мне точно не надо. Давайте я все то же самое сделаю по нижнему веку. Я думаю, даже можно пропустить оттенок Blizzard и сразу использовать Снирт. Еще поднабью Снирт вот сюда, в самую глубокую точку. Угу. Девочки, я сейчас знаете, что поняла? Я забыла нанести базу под тень. Я так торопилась, что напрочь забыла про базу, поэтому, ну что ж, двойной тест. Блин, балда, конечно. Формы мне достаточно. Давайте добавлять блестяшку. И я хочу сразу пойти по тяжелой артиллерии. Мне очень хочется использовать вот этот блестящий оттенок Супер Ионик на все подвижное веко. Мне кажется, он очень красивый. Немножко подтушую его кисточкой. Очень блестящий оттенок. Немножко блестки приподниму наверх. И зайду на матовую форму. В палетке есть оттенок Грю, и это классический металлик, такой, я бы даже сказала, ближе к сатину. Его я хочу нанести на нижнее веко. В уголочек глаза хочу добавить вот этот вот оттенок Неве. Он чисто белый, такой снежный, спаркл. Как раз, я думаю, подойдет для уголочка глаза. Он хорошо набрался на кисточку. Очень блестящий, конечно. И, как обычно, я вот шиммер из уголка глаза вытягиваю вот так вот
наверх. Я считаю, что работа с самими тенями закончена. На нее я потратила 10 минут. Думаю, что это было очень просто. Единственное, что не знаю, использовать ли оттенок кремовый, черный, ну такой около черный, вот этот вот спош или нет. Я хотела сделать им стрелочку. В принципе, давайте попробуем. Потому что думаю, что макияжу немножко не хватает стрелки. Когда буду монтировать, это будет через несколько часов, я вам подпишу, скаталась ли у меня эта стрелка. Но тут надо учитывать, что у меня нет нависания, поэтому, ну, непонятно. Тест будет не совсем точный. Ну, такую мягенькую стрелочку. Как вы можете видеть, этот оттенок, он серый, он не черный. Я думаю, что это немножко может разочаровать тех, кто данную палетку покупает ради черных смоки. Есть у меня подозрение, что черные смоки ей не сделаешь. На первый взгляд я бы ее описала как палетку всех оттенков серого, скорее даже всех оттенков серебра, потому что матовых серых здесь вообще очень мало матовых. И здесь в центре блестяшки, и это просто всевозможное серебро. Удобно этим оттенком рисовать мягкие стрелки. У меня просто в моей косметической коллекции жидких подводок нет. Я их не держу по причине того, что раз в пятилетку себе стрелочки рисую, знаете. Вот. Ну, по-моему, красиво. Немножко не дотянула с этой стороны вроде. Угу. И, может быть, еще по низу пройду вот так, вдоль ресничной линии. Угу. Вижу, что немножко нападало блесток под глаза. Честно говоря, мне это не очень парит, но надо иметь в виду. На этот раз с тенями точно все. Я сейчас чуть-чуть добавлю черного карандаша, добавлю тушь, приведу лицо в порядок от блесток и вернусь к вам. И вот такой макияж у меня получился. Я думаю, что я даже не буду менять ни помаду, ни румяна как-то корректировать. Мне нравится, что с таким холодным макияжем сочетаются теплые губы и как-то меня возвращает к жизни мое лицо. Макияж, который у меня получился, мне нравится. Мне кажется, он круто подойдет на такое холодное время года, под какую-то прохладную серую или черную гамму в одежде. Он для меня легкий, повседневный. И мне нравится, как это все блестит.
Получается, что здесь я использовала классических 2 матовых оттенка, в стрелку кремовый оттенок, причем видите, какая в нем уже ямка получается. И использовала 2 блестяшки, вот эту и вот эту. Это поплотнее, это как спаркл скорее. Обращаю ваше внимание, повторюсь, я забыла нанести базу на глаза. Поэтому тени сейчас у меня без базы. И все это выглядит вот так. И опять же, я отпишусь вам, при монтаже скаталось что-нибудь через несколько часов или нет. И давайте, в общем, про первые впечатления. Когда я увидела анонс, такой слитый, как обычно это у Наташи, слитый анонс. Когда я увидела слитый анонс этой палетки, я подумала, что это за кошмар. Потом, когда начали выходить сводчи вживую, фото вживую, я обычно на рекламные фото от Наташи не особо обращаю внимание, потому что там все фильтры, вся резкость, вся яркость выкручены так, что этот розовый кажется жутко розовым, этот синий кажется жутко синим, ну то есть это прям коричневый. То есть там полутонов на ее сводчах не бывает, как правило. Поэтому я уже ждала реальные обзоры, и когда я их увидела, я поняла, что эта палетка, это не смоки. Вы не сделаете этой палеткой классические смоки в классическом понимании. Это даже видно, потому что вот черная окантовка и вот самые темные оттенки. Они не черные. Вот моя черная тушь, вот стрелка матовым оттенком. Она не черная. Соответственно, нужно быть готовым к тому, что эта палетка вам не даст глубины, если вы вот прям любитель смоки-смоки. Но это также и хорошая новость для тех, кто не носит смоки. Я, например, их не ношу. Почему-то я всегда серебряные оттенки обходила стороной. Хотя, в принципе, сейчас я смотрю, и мне нравится, как это все выглядит у меня на глазах. Здесь очень много оттенков именно серебра, разных подтонов. Я буду еще тестировать эту палетку, но на первый взгляд она мне понравилась, потому что она меня не разочаровала. То есть она пока оправдала ожидания. Те сводчи, которые я сделала, оправдали ожидания. И сам макияж, он мне подошел, ну, как мне кажется. И я понимаю, что для меня это не будет та палетка, которую я засуну в чулан, которая будет у меня только на праздник доставаться. Нет, это для меня вполне применимо в повседневной жизни. И с ней даже можно сделать макияж еще легче, я уже это вижу. И я вижу в ней разнообразие. Я буду пробовать делать это разнообразие в следующем видео. Но я здесь вижу что-то более коричневое, более розовое, более синее, драматичное. Ну, вы поняли, да? То есть здесь я даже думаю снять видео не 3 макияжа, как обычно я делаю, а может быть даже 5. Потому что, ну, я вижу в ней потенциал, и она для меня что-то новое. Потому что, ну, просто потому что у меня не было такой гаммы до этого. То есть, возможно, если бы у меня уже было много палеток в подобной гамме, я бы говорила иначе, но так как я избегала эти цвета ранее, то сейчас мне очень интересно, и меня она просто заряжает эмоциями. Как я уже говорила, эта палетка подпадает под тренды, которые сейчас мы видим в магазинах, на подиумах. Серебро, металлик, блестки, пайетки. Этого всего очень много. У нас будет Новый год, у нас будут праздники, вечеринки, поэтому это исключительно ситуативная вещь. Сейчас она в тренде. Сейчас самое время для этой палетки. И непонятно, через полгода будем ли мы носить столько серебра или это все забудется. Поэтому Наташа и утверждает, что это опять limited edition, потому что, я думаю, она сама не знает, насколько будет эта палетка продаваться и насколько имеет смысл оставлять ее на постоянку. Я думаю, что ее не оставят, потому что, судя по комментариям в интернете, людей она не особо-то привлекла и скорее оттолкнула своей цветовой гаммой. Девчонки, я просто хочу обратить ваше внимание на то, что это не смоки, и это не мышиная серая палетка с сатинами, это именно серебро во всех его проявлениях, поэтому к ней нужно относиться не как к чему-то черно-белому или к 50 оттенкам серого. На мой взгляд, она немножко другая. Но у нее, конечно, наверняка есть свои нюансы, и это уже будет в следующем видео. Ну, а макияж у меня сегодня такой, и он мне очень нравится. Спасибо, что накрасились вместе. Спасибо, что посмотрели это видео. Поставьте мне, пожалуйста, лайк, мне будет очень приятно. Подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока!